Знаете, поиск различных строений в дикой природе – это всегда очень длительный процесс. Сначала, просматривая видео человека, построившего дом или землянку, я ищу какие-то особенности местности, зацепки. Потом штудирую спутниковые карты и ищу похожую локацию. Как-то раз я отправился на поиски одного строения, а нашел совершенно другую, целую избу. Да, бывает и такое. Конкретно эту землянку я искал около полугода. Несколько раз выезжал в разные места, но все мои попытки были безуспешны. Пока меня не осенила одна мысль, которую я не могу озвучить, дабы не сделать подсказку недоброжелателям. В общем, уехав за 300 с лишним километров и пройдя по лесу 10, наконец я нашел ее, землянку у березы. Ну, наконец-то нашел. 5 часов ходил по лесу. Чувство радости смешалось с некоторым расстройством от увиденного, ведь любое строение требует постоянного ухода за ним. И мною было принято решение прийти сюда еще раз, но уже не с пустыми руками. Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель, и меня зовут Алексей. Да, я пришел таки во второй раз в землянку Дмитрия, походного оптимиста. Кстати, все видео, связанные со строительством этой великолепной землянки, вы можете посмотреть на его канале. Конечно, непривычно. Здесь снега, ну, наверное, раза в 3 больше, чем та область, откуда я сегодня приехал. Добираться до сюда, ну, целая проблема, скажем так. Я ехал на машине примерно 3,5 часа. И еще шел по лесам, по реке примерно часа 2. Хочется есть, пить, а по сути еще очень много дел. Я хочу навести небольшой порядок. Много мышиного помета там было обнаружено на столе. Все это дело прибрать, подмести, убрать, заготовить дров, просушить землянку, заночевать здесь. Ну а завтра перед уходом еще и стирную шашку запалю и закрою помещение, чтобы эта шашка, ну, во-первых, она выгонит мышей, если они там еще есть, а во-вторых, она помогает не образовываться плесени на стенах. Ну, снаружи здесь все в порядке, труба на месте, следы это мои, я здесь приходил. Больше никто не посещал, по всей видимости. Ну и в прошлый раз, когда приходил, дверь еле смог отпереть. Она прям примерзла. Кстати, палку здесь оставлял специально, чтобы понять, придет ли кто-то после меня или нет. Она лежит на том же месте. Значит, никого здесь не было 100%.
что-то тяги нет. Все задымило здесь помещение. В чем причина? Наверное, труба короткая. Сейчас немножко руки погрею, пойду все-таки ее установлю. Да, надо трубу нарастить. А то тут дымит хорошо так, конкретно. На улице вообще колотун вышел. Ну, я не знаю, там 15 точно уже есть, если не 20. Когда идешь, то хорошо, тепло. А когда стоишь на месте уже, да, какими-то делами такими размеренными занимаешься, то быстро, конечно, начинает подмораживать. Фух, что же я сегодня сюда привез? Ну, начнем с того, что утеплитель джут, стены, может быть, пробить придется, да? Керосиновую лампу здесь оставлю, чтобы экономить заряд аккумуляторных своих светильников. Буду использовать керосинку. Ну, жидкость для керосиновой лампы. Ну и, конечно же, сама бензопила, самое важное. Опа. Ну и щетка-сметка, чтобы было удобнее сметать пыль. Ну, конечно же, она пригодится. Специально термометр прибил за пределами землянки, подальше от нее, чтобы тепло не нагревало его. О, сейчас надо чуть-чуть порядок навести внутри подземного дома этого большущего, подмести все и потом все-таки почистить снег здесь около входа, потому что даже окно так замело, что ну просто нету света внутри.
кстати, Илья с канала Тайные Тропы подсказал интересный лайфхак. Я просто, допустим, не знал, что в керосиновую лампу можно заливать вот такую вот жидкость для розжига. Состав, он говорит, идентичный, то есть прям, вот полный аналог. Я проверял, в такую керосиновую лампу уже заливал такую жидкость, и, соответственно, все вполне работает, все горит как положено, никаких лишних запахов нет. Так что отличное решение. Ну а здесь как бы освещения не хватает, поэтому керосинку я сюда принес, и, соответственно, здесь ее и оставлю. Сразу хочу заметить, что такое посещение мое сюда, возможно, не первое и не последнее. То есть, может быть, я еще приду сюда, посмотрим. На мой взгляд, будет здорово такие вылазки делать, сюда проверять, да, все ли в порядке с этой землянкой. Естественно, все эти явления будут временными. Ну и каких-то конструктивных изменений я не планирую и, в принципе, не могу здесь делать, потому что я здесь не хозяин, я здесь гость. То есть я пришел, навел порядок, подмел там, да, не знаю, там дров натаскал, наколол. И на этом моя работа здесь завершена. То есть что-то кардинальное сделать я здесь, в принципе, считаю, не имею права.
Отлично. Немного с потолка начало капать, но я думаю, это из-за перепада температуры. То есть на улице там минус 15 практически, а здесь плюс, я так думаю, плюс 15 точно уже есть. И из-за перепада температуры образуется конденсат, и вот он начал капать. Конечно, хорошо, что можно вот так вот зайти, погреться. Времени прошло, ну, наверное, часа 2, может быть, ну, 3, пока я там снег убирал, пока то да сё по мелочи делал. Ну, а здесь уже прям очень тепло внутри. Я так думаю, что в ночь градусов до 25, может быть, даже и до 30 точно разгонится температура. Такие вот серные шашки еще принес сюда. Завтра, как я уже, по-моему, говорил, перед уходом запалю их. Ну, тут в инструкции все это дело написано, что и для чего это. Уничтожает возбудители грибных и бактериальных болезней, очищает помещения, ящики, стеллажи от грибка, плесени, гнили, убивает насекомых, вредителей, клещей, отпугивает крыс, мышей, ну и подсушивает воздух в помещениях. То есть такое очень многофункциональное средство. И я думаю, как раз таки здесь очень не помешает запалить такую шашку перед уходом, естественно. Потому что очень едкий дым от нее исходит. Ну и дышать им, конечно же, нельзя. А выветривается где-то около там, 5, по-моему, 6 дней. Ну, довольно-таки быстро. Тем более сюда никто не ходит, в эту землянку. Пока не ходит. То есть, может быть, кто-то и начнет ходить, я не знаю. Я прекрасно помню, сколько сил было вложено в эту землянку. То есть я весь процесс, конечно же, наблюдал, как и наверняка многие из вас, посредством просмотра видеороликов в YouTube. Просто огромный труд. И, надо сказать, он себя оправдал в том смысле, что здесь и правда очень тепло, и очень быстро становится тепло. Вот о чем я и говорил. Следы плесени уже первый. Вот поэтому и надо просушить сегодня землянку конкретно прям. Завтра шашечкой серной все это дело добить.
А земляночка, конечно, издалека так прикольно подсвечивается, вот этот огонек. Можно даже было бы, по сути, и без фонаря идти к нему. Просто на свет керосиновой лампы в окне. Ну, я думаю, хватит этого. Как минимум на ночь, а может быть даже еще на пару приходов сюда. Дымок такой прям по голове у меня проходит от трубы. И на вас дымит. Смотрите, потом костром вонять будете. О, звезды видно, обалдеть вообще. Классно. У меня вообще сегодня какой-то день чудной. Во-первых, я пока сегодня с лопатой тут возился, да, один раз упал и ударился прямо коленной чашечкой об ветку, торчащую из дерева. То есть, ну, лежит валежник, и вот этот сучок, прямо на сучок коленной чашечкой попал. Боль, конечно, такая веселенькая была. Где-то минут 20 отходил, но я не стал это снимать. Потом дальше. Хотел посмотреть время. У меня часы не работают, то есть я вот жму кнопку, ничего не происходит. Но это ладно, я вообще сегодня снимать думал на телефон. Ну, я всегда это на телефон снимаю в последнее время, свои видеоролики. Ну, плюс GoPro. Как-то их компоную. Короче говоря, у меня провод на телефоне, ну, я не знаю, он расплавился, то есть, видимо, китайский какой-то дешевый, может быть, я его брал там за что-то 150 рублей, что ли. И, походу, сделал подделка какая-то, ну, либо левый, не знаю, то есть, что-то с ним не так. То есть, он оплавился прям на самом штекере практически. И не заряжает телефон, все. Рукой, пальцами трогаю, горящий. Я в итоге вытащил, а на телефоне у меня 4% заряда, я его выключил, потому что завтра, ну, мало ли, позвонить надо будет там, когда до машины дойду, да? Ну, хотя в машине у меня провод есть. Ну, все равно, как минимум, в телефоне у меня навигатор. А мне еще добираться обратно. Так-то примерно я уже знаю маршрут, ну, мало ли, не заблудиться, то есть хотя бы включить там, да, точку посмотреть, а правильно иду, правильно, все, выключить. Поэтому я буду беречь его, то есть 4% на телефоне у меня заряда осталось, и зарядить я его не могу. Ну и это не самое страшное, я даже не знаю, сколько времени. Буду ориентироваться по желанию спать. Спать пока я не хочу, ну, значит, наверное, часов 9, я так думаю, по моим прикидкам. Вот. Сейчас все эти дровишки занесу, разложу их там. И, наверное, на сегодня хватит с делами. Буду готовить ужин.
Работа на сегодня окончена. Сижу в теплом, комфортном помещении. Приятный такой атмосферный свет от керосиновой лампы исходит. И я думаю, самое время заняться ужином. На ужин я очень давно не ел и вообще не готовил. Пюре. К картошке пюре я еще пожарю стейки из свинины. Толокушки-то у меня нет. Чем картошку толочь? Вкуснятина. Плодотворный день сегодня получился. А с дровами, мне кажется, может быть, даже я немножко лишнего дал. Ну ладно, они все равно пригодятся. Очень мне понравилось, что местоположение данной землянки очень далеко от людей и от цивилизации. Также, что здесь есть речка. Это прям вообще великолепный такой положительный момент. И можно даже будет, я так думаю, как-нибудь прийти порыбачить, например, да? Ну и воду можно из реки тоже брать. Тем более я сюда ведро принес, оставлю его здесь. Рулетку принес, керосинку вот эту, джут тоже здесь все это оставляю. Гвоздик даже где-то, по-моему, валяются. Да, у меня вон там пакет с гвоздями. И веревку тоже, пожалуй, оставлю, на которой я сегодня бревна таскал. Нормально там похолодало, видели? Уже минус 20, а у меня дверь не закрывается. Блин. Сейчас попробую подправить ее.
а здесь просто подопру дверь лопатой. Надеюсь, никто не придет. Не знаю, сколько время, но с добрым утром. Отлично спалось. Тепло. Ну, как вы сами видите, я в термобелье сейчас сижу. Вполне комфортно. Это учитывая, что на улице минус 22. Ну, такой морозец нормальный все-таки пришел в ночь. Ночью, кстати, постоянно кто-то здесь шумел. Я поэтому вот раза 3-то и просыпался. Я не знаю, ну, животные или кто там, что-то, какие-то вот, ну, шорохи, шумы какие-то непонятные. Я так как подпер дверь лопатой, не стал ее открывать ночью, посмотреть, кто там ходит, как бы думаю, ну, ходит, и ладно. Но какие-то животные тут прям обитают, и это совершенно точно. Светает, значит, наверное, часов 7-8, ну, ближе к 8, наверное, да, судя по дневному свету. Сейчас яичницу поем с колбаской и буду потихонечку собираться.
Ну вот и все. Подошло время моего нахождения в этой землянке к концу. Очень рад, что было тепло, комфортно спать. В целом мне вообще очень все понравилось, особенно сама местность. Вдали от цивилизации, вдали от людских глаз. Рядом есть речка, а это и вода, и рыба. Вода — это вообще жизнь. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Ну, может быть, кто-то захочет поставить дизлайки. Обязательно пишите комментарии по поводу моего посещения данной землянки. Может быть, какие-то у вас еще есть идеи возникнут. Предложите мне их, куда сходить, что посетить. С удовольствием посмотрим. Пока еще есть время зимой. Стройку какую-то глобальную я начинать не хочу. То есть третий проект, если он и будет, то он будет где-то весной. Ну а вот как раз в этот период времени можно походить по каким-то интересным местам, отдохнуть вместе с вами. Надеюсь, вам очень понравилось. От себя хотел бы сказать огромное спасибо Дмитрию с канала «Походный оптимист» за его вклад в развитие туризма в нашей стране. Спасибо, что помог измениться мне. Теперь я стою здесь перед вами, на природе, общаюсь, живу, дышу свежим воздухом. Ну а вам пока-пока, скоро увидимся. GoPro стоп видео.